Когда Азербайджан начал войну осенью 2020 года, Армения подошла к конфликту практически без значимого флота беспилотных летательных аппаратов. В распоряжении армии имелось лишь несколько разведывательных дронов, баражирующие боеприпасы практически отсутствовали, а военное и политическое руководство фактически игнорировало растущую угрозу, несмотря на очевидные уроки четырехдневной войны апреля 2016 года. Азербайджан, напротив, на протяжении предыдущего десятилетия системно формировал иной военный потенциал, делая ставку на беспилотные технологии. В результате за 6 недель войны 2020 года азербайджанская дроновая компания нанесла масштабный урон армянской бронетехнике и личному составу, тогда как у Армении почти не было эффективных средств ни для защиты от таких ударов, ни для адекватного ответа. Спустя почти 6 лет в Ереване демонстрируется уже иная картина. 28 мая были представлены 13 моделей беспилотников отечественного производства, разработанных 6 частными компаниями, а также несколько зарубежных образцов. В частности, 3-4 китайские системы. Еще несколько прототипов были показаны на оборонной выставке, прошедшей несколькими днями позже. За это время армянская индустрия дронов заметно выросла, чему способствовали как активные частные инвестиции, так и государственная поддержка. При этом вопрос о том, насколько представленные системы соответствуют заявленным характеристикам и способны ли они выпускаться в больших сериях, остается открытым. Окончательный ответ на него, как подчеркивают специалисты, может быть дан лишь в условиях реальных боевых действий. На этом фоне представители властей все чаще подчеркивают рост оборонно-технологического сектора. В недавнем интервью министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что в настоящее время в армянской оборонной компании «Даваро» работают около 300 человек, и она является крупнейшим игроком отрасли наряду с компанией «Арсенал». По его словам, за последние 8 лет производственный объект «Даваро» увеличился с 9 до более чем 5600 квадратных метров. Практические результаты этого роста уже демонстрируются на испытаниях. Так, компания «Даваро» недавно успешно протестировала функцию автоматического захвата и сопровождения как неподвижных, так и движущихся целей, что рассматривается как важный технологический шаг вперед для национальной оборонной промышленности. Параллельно с развитием внутреннего военно-промышленного потенциала Армения активизирует и внешнеполитические контакты. Как сообщил Кремль, премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после парламентских выборов посетит Россию. В рамках международной промышленной конференции «Иннопром» в Екатеринбурге он проведет встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По информации агентства «Арменпресс» со ссылкой на Интерфакс, в ходе форума Мишустин также встретится с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным и премьер-министром Киргизии Адильбеком Касымалиевым. Промышленная конференция «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля и станет одной из ключевых площадок для обсуждения кооперации в сфере промышленности и высоких технологий, включая оборонный сегмент. На фоне ускоряющейся милитаризации Ближнего Востока и усиления региональной конкуренции все более отчетливо проявляются новые центры силы и линии напряжения. Одним из показательных примеров стало решение Египта официально ввести в эксплуатацию комплекс «Октагон», который в Каире позиционируют как крупнейший в мире центр военного управления. Новый объект, открытый президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, занимает территорию около 22 тысяч феданов, что эквивалентно примерно 92 квадратным километрам. Комплекс объединяет в одном пространстве военные операции, стратегическое планирование, работу государственных учреждений и Национальный центр управления кризисными ситуациями. По официальным данным, «Октагон» состоит из 13 стратегических и логистических зон,
и оснащен системами искусственного интеллекта для анализа данных в режиме реального времени, а также современной цифровой инфраструктурой. Его восьмиугольная архитектура, вдохновленная мотивами Древнего Египта и исламского зодчества, уже привела к сравнениям с американским Пентагоном. При этом египетские власти подчеркивают, что комплекс был полностью построен национальными компаниями и специалистами, что вписывается в курс Каира на укрепление собственной военно-промышленной и управленческой автономии. Параллельно усиливается и политико-стратегическая динамика вокруг Израиля. Израильская газета The Jerusalem Post обращает внимание на формирование так называемой «стратегической тройки» в составе Турции, Катара и Пакистана. По оценке издания, этот альянс все активнее влияет на ближневосточную политику президента США Дональда Трампа и создает дополнительные вызовы для Израиля, открыто позиционируя себя как противовес израильскому курсу в регионе. На этом фоне руководство Израиля подчеркивает свою самостоятельность в вопросах безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Дональд Трамп не просил его воздерживаться от действий против туннелей в Ливане, подчеркнув, что израильская сторона действует, исходя из собственных оценок угроз. В интервью Fox News он также отметил, что Израиль не намерен втягиваться в бесконечную войну, рассматривая силовое давление как путь к более широкому миру. По его словам, совместная работа с Трампом ранее уже привела к 4 прорывам к миру, заключению Авраамских соглашений, и теперь, действуя сообща против Ирана, стороны, по мнению Нетаньяху, могут добиться новых мирных договоренностей. Риторика Анкары, в свою очередь, становится все более жесткой. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности дать отпор Израилю в случае, если его действия будут противоречить национальным или региональным интересам Турции. По его словам, Анкара не боится конфронтации и считает, что проблема Израиля выходит далеко за рамки двусторонних отношений, приобретая глобальный характер. Подобные заявления вписываются в более широкий контекст многолетнего обмена обвинениями между Турцией и Израилем. Анкара регулярно обвиняет Иерусалим в геноциде палестинцев в Газе и даже заявляла о готовности направить военный контингент для помощи жителям сектора. Отметим, что в августе 2024 года Турция подала документы о присоединении к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Израильская сторона, в свою очередь, отвергает моральные претензии Анкары и периодически напоминает о преступлениях против человечности времен Османской империи. Более того, недавно правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян, которую планируется вынести на рассмотрение Кнессета. Таким образом, несмотря на то, что Турция и Израиль все чаще рассматривают друг друга как угрозу национальной безопасности, противостояние между ними пока остается в рамках жесткой словесной дуэли. Однако на фоне усиления региональных альянсов, роста военной инфраструктуры, как в Египте, так и в других странах региона, и активной вовлеченности внешних игроков, потенциал для дальнейшей эскалации в ближневосточном пространстве остается высоким. В этом контексте показательной выглядит и активизация европейской дипломатии на ближневосточном направлении. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за 17 лет посетит Сирию с официальным визитом и проведет переговоры с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа. Об этом сообщает сирийское арабское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление администрации главы государства. Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений, а также широкий круг региональных и международных тем, представляющих взаимный интерес. Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний, что подчеркивает экономическую составляющую поездки. Кроме того, руководители Сирии и Франции планируют провести совместный круглый стол с участием делегаций двух стран, который может стать отправной точкой для восстановления политического и делового диалога после длительной паузы.
Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока.